Добрый день, мои телезрители, слушатели, мои клиенты. Рад вас видеть сегодня. Сегодня у нас пойдет разговор о такой проблеме, достаточно частой. В Грузии, Азербайджане, Баку, Туркменистане и во многих других странах Кавказского, так называемого Кавказского региона. К сожалению, несмотря на то, что у нас сегодня 21 век, детям навязывают желания родителей, и родители выбирают за своих детей, за своих чад, на ком им жениться, как им жениться, когда им жениться и почему им жениться. К сожалению, это часто приводит к тому, что люди теряют себя, свою любовь. Да, некоторые исключения есть из правил, и иногда любящие пары как-то убегают от родителей или перестают слушать. Но, к сожалению, чаще всего люди теряют друг друга, теряют отношения, теряют настоящую любовь. И в большинстве случаев очень часто жалеют всю оставшуюся жизнь. Так часто я видел, что мужчины влюблялись в женщин и в русских или в каких-то других не той национальности, и родители были против и заставляли жениться вот только чтобы на своей национальности девушки. Часто бывало, что из-за этого им приходилось бросать семьи, сформированные уже с детьми, возвращаться к себе на родину и заводить вторую семью, скажем так. Всегда это очень больно отражается на двух человеках, и на мужчине, и на женщине. Также бывает и с женщинами, то есть за женщин решает, кто у них будет муж, какой будет муж, без вопросов, хочет эта женщина или нет. Данная ситуация, в которой ко мне обратилась женщина из Азербайджана, достаточно актуальная в наше время, хотя, кто бы мог подумать, что в 21 веке за мужчину и за женщину, которые взрослые, там 25-летние люди, уже взрослые, образовавшиеся, решают родители. Девушка встречалась с парнем больше 2 лет, у них были отношения, любовь. В какой-то момент мужчина ушел по своим каким-то, у них были свои какие-то детские претензии друг к другу. Я этой женщине сделал приворот, мужчина вернулся, они вместе, но родителям не нравится эта девушка, хотя она той же национальности, тоже азербайджанка, хорошая девушка. Но родители хотят на более богатой девушке, лучших кровей, скажем так, женить. И они отказали своему сыну и сказали, что ты не можешь жениться на этой девушке. И нашли ему другую девушку и чуть ли не заставляют выйти замуж за эту девушку. В данном случае получается, что, грубо говоря, родителям не понравилась девушка, та девушка, с которой он пробыл долгие годы, и с которой он собирался строить семью и отношения. Естественно, мужчина показал свою девушку своим родителям, и родители сказали: нет, она нас не устраивает, мы тебе выбрали другую пару. К сожалению, так получилось, что они наотрез запретили мужчине брать в жены эту девушку. И сейчас ситуация достаточно странная, да, он тянется к ней, но ослушаться родителей не может. В данном случае, чтобы преодолеть эту ситуацию, девушка мне заказала работу, чтобы родители очень хотели, чтобы они были вместе, чтобы не препятствовали тому, что они хотят быть мужем и женой. В выборе, который может быть идти на всю жизнь и который может сломать жизнь обоим, не должны принимать участие родителей. Родители могут сказать нравится, не нравится, но они не должны заставлять и принимать решения за девушку или за мужчину. Чувство – это то, чему не прикажешь, несмотря ни на какие традиции, религию. Я считаю, что это изжитки прошлого. Мужчине, который уже взрослый, вправе решать за себя, если у него уже есть одна семья, и он хочет с этой семьей жить. Родители не должны делать все, чтобы он бросил свою семью и пошел, создавал новую семью. Это, я считаю, неправильно. В данном случае мы делаем работу, чтобы родители не препятствовали ихнему браку и отстали от парня и дали им спокойно быть друг другом, не мешали им. Поехали. В данном случае я делаю работу такую, чтобы мать и отец просто приняли эту девушку и дали им возможность быть вместе. Вот и все.
В общем-то, я считаю, что на самом деле, когда родители лезут и заставляют а, делать то, что, ну, ломать семьи, они ломают не только себя, не только своего любимого сына или дочку, они ломают и будущее, скажем так, своих детей и свое. Есть места, где люди с издревле привыкли так жить, и у мужчин и у женщин не вызывает никакого конфликта. Таких достаточно мало мест на Земле, но есть. И они это воспринимают как что-то данное. Ну, и в данной ситуации, ну, когда это в тех местах, где это считается, ну, как бы обрядом, который издавна и это не противоречит внутреннему состоянию мужчины и девушки, ну, как бы это, ну, более-менее можно считать нормальным. Но когда это ломает жизнь и мужчины, и девушки, я считаю это ненормальным. Это совершенно безобидный заговор. Он делается только на то, чтобы родителям понравилась девушка, они не были против, и они всячески сопутствовали этой паре и не мешали жить людям. Мешали жить паре. Ну вот мы и закончились. Подписку, колокольчик. Если есть вопросы какие-то, звоните, пишите, оставляйте комментарии. Всего хорошего, до свидания. А мы закончили. И надеемся, у этой пары будет все хорошо. И они будут счастливы.